Привет! Продолжаю тематику Звездных войн. В этот раз опять крушение истребителя-перехватчика где-то на пляже. Корабль пролежал уже довольно долго в воде, а голову пилота объели дикие животные. Как и обещал в прошлом видео, в этот раз я покажу сборку корабля Империи с нуля. Все начинается с обработки напечатанных деталей. 3D-печать мне нравится больше, чем сборка готовых наборов. Это сильно развязывает руки, ну и раз уж у меня есть все эти принтеры, то почему бы их не использовать? Скорость печати у принтеров на полимере напрямую зависит от высоты объекта. Чтобы сократить время печати до пары часов, нужно модель либо разрезать на части, либо поставить таким образом, чтобы высота была минимальной. Ну а пока принтер печатает, у меня появилось время немного поиграть в крутейшую мобильную пошаговую RPG игру, сделанную по всем канонам. Это Raid Shadow Legends. Уверен, что вы уже слышали про Raid отовсюду, но это и понятно, она входит в тройку лучших мобильных RPG в Google Play. Для меня было важно, чтобы игрушка не отнимала много времени и была возможность поиграть без использования компа или приставки. Запредельная детализация и качество графики для мобилы, а самое важнейшее, игра совершенно бесплатная. В Рейде очень обширное и активное русское сообщество с кучей подсказок и топовыми русскими кланами, с которыми можно сражаться. К слову сказать, я уже давно ни во что не играл, но Рейд зацепил своей простотой и продуманностью в плане прокачки героев. В игре всегда есть чем заняться, а разработчики анонсировали огромный план по развитию игры аж на целых 6 месяцев вперед. Новые фракции, групповая арена и даже новый клановый босс. Пока я учился играть, игра практически заваливала меня массой бесплатных чемпионов, доспехов и других интересных вещей. Начал подумывать даже немного увеличить время 3D-печати моделей, чтобы чуть больше хватало на игру. По ссылкам в описании качайте игруху и получите бонусом 50 тысяч серебряных монет, а также эпического чемпиона. Ух, ладно, отвлекся. Гравером я спиливаю поддержки и убираю дефекты печати. Крашу в базовый серый цвет. Кабину внутри крашу в темно-серый. Я использую металлическую акриловую краску от Валеха для имитации металлических частей кабины. Отдельные части склеиваю моментом гель. Склеивание занимает примерно часов 6-7. После этого времени можно смело дорабатывать кабину. Гравером срезаю лишние части. По задумке одного крыла нет, его оторвало в бою. Крепление первого крыла приклеиваю к кабине. А крепление второго крыла гравером разрезаю на две части. Гравер отлично имитирует скол и разломы. Это как раз то, что мне нужно. Немного жалко крушить кабину, но корабль был жестоко обстрелян и его обшивка почти вся в пробоинах. Собираю все части вместе. Для замазывания стыков я использую вспененную замазку от Woodland Cynic. Замазка суховата, и чтобы ее удобно было наносить в щели, я использую кисть, смоченную водой. После высыхания можно будет зашкурить и покрасить.
Ставлю рулевую колонку. В целом кабина собрана, далее перехожу к проработке деталей. Темным металликом крашу места поврежденной обшивки. Для имитации проводки внутри корабля я использую флористическую тонкую проволоку в бумажной оплетке. Крашу ее в несколько цветов – красный, черный и зеленые провода. Пока провода сохнут, я дорабатываю поврежденные места. Чтобы усилить эффект металлической поверхности, я прохожусь сухой кистью алюминиевой краской. Смотрите, как заиграла поверхность, на пластиковую деталь уже совсем не похоже. Нарезаю проволоку на небольшие отрезки. Вклеиваю и в корпус. Для имитации воздуховода или какой-то гофрированной трубы внутри я использую пластиковую трубку. Крашу ее под металл и вставляю в корабль. Для крыльев я использую черный акриловый металлик. Ставлю крышку люка. Чтобы выделить все швы, достаточно пройтись черной смывкой по всему кораблю, а затем убрать излишки. После этого этапа корабль перестает быть плоским, сразу появится объем. Перехожу к покраске сопла и различных металлических частей. Ничего сложного нет, дальше будет деталь намного сложнее. Решил показать количество подбитых кораблей сопротивления. Тонкой кистью рисую силуэты кораблей на фюзеляже штурмовика. Это крайне неудобно, так как камера практически перед самым носом. В итоге у меня получилось сделать задуманное.
С самого начала я хотел в этой работе сделать много ржавчины, и наконец-то я до нее добрался. Ржавчину начинаю с нанесения смывки в различных местах. Она проникнет в щели и создаст подтеки, которые я потом смогу подкорректировать ватной палкой. Следующим этапом я использую сухой пигмент цвета темной ржавчины. Для лучшего нанесения я разбавляю его немного финнером. Комбинирую темный оттенок со светлым. Процесс создания ржавчины очень завораживает и довольно сложно остановиться, чтобы не переборщить. Сухой пигмент позволяет сделать имитацию нескольких слоев ржавчины. Дорабатываю лобовое стекло, ржавлю и ломаю его кусачками. Стекла делаю из прозрачного пластика. Чтобы имитировать разбитое стекло, я кусачками делаю мелкие надрезы, не прокусывая пластик до конца. Делаю это хаотично, чтобы появилась паутинка разбитого стекла. Сборка истребителя-перехватчика завершена. В следующий раз я покажу, как сделать море вокруг перехватчика и как можно имитировать пену у берега. Спасибо, что смотрели. Пока!